Господа, с 4 по 7 июня в честь дня рождения Marketplace Joom устраивает грандиозную распродажу с скидками до 70%. Это тысячи товаров из Японии, Южной Кореи, Турции и Китая с бесплатной и быстрой доставкой. Это отличный момент, чтобы совершить покупки. А еще наши давнишние друзья из Letyshops раздают ограниченное количество горящего кэшбэка до 23% в Joom. Вы все равно не запомните, но слушайте. Горящий кэшбэк — это увеличенный в несколько раз кэшбэк, который можно найти прямо на главной странице. Так, например, купив My Band 4, GPS-трекер, пленку антизапотевайку, зарядку в авто Базеус на общую сумму 2900 рублей, вы вернете кэшбэком 230 рублей. Количество горящего кэшбэка всегда ограничено, и после его активации у вас есть 3 часа, чтобы совершить покупку. Кэшбэк можно возвращать более чем в 2000 магазинов, такие как Беру, Колеса Даром, Алиэкспресс и многие другие. Так что переходите по ссылочкам в описании, регистрируйтесь на Letyshops и успейте получить ограниченный горящий кэшбэк до 23% в Joom. Удачи вам на распродаже! Ну что, господа, еще в прошлом видосе вы сами сказали, что в какой-то момент на заднем плане вы все смотрели на AMG GT. Поэтому именно сегодня мы взяли в прокате daydream.ru именно этот самый AMG GT S. И сегодня все вам про него расскажем. Погнали! На самом деле, что такое Mercedes AMG GT? Во-первых, это то, что я практически не видел никогда. Вот буквально только последний раз, когда мы снимали розовое, тогда, собственно, я его и увидел. В городе до этого, чтобы я встретил такую штуку, я вообще не помню. То есть просто вообще не помню. Да, мы все это видели в видео, все это видели на каких-то фильмах, красивых рекламах, но фактически GT очень редкий. Мы сейчас пытались вообще понять, за сколько можно такой купить. Да вот эти предложения вернее, по России, весьма штучные. И, грубо говоря, такого года, примерно такого пробега, но типа красный, можно купить где-то за 6. Но это практически одно единственное предложение. Дальше там сразу какой-то новый 2020 года, он стоит 20. То есть все это, в принципе, очень дорого. Хотя если взять его конкурентов, они все примерно стоит так же. А кто же его конкуренты и что это вообще за такая тачка и зачем она? К примеру, каждый день вы ездить на нем не сможете. Я не представляю человека, который неделю оттараканит на этой жабе в городе. А это реально жаба. Она мерзкая, она постоянно квакает, ей всегда что-то надо, она очень дерганая. Это робот, именно робот себеступенчатый, который переключается, как, мать его, настоящий, всеми нами любимый дерганый робот. Конечно, есть режим комфорт и прочее, но это не гидротрансформатор. По ощущениям он очень странный. Посмотрите сбоку, как мы сидим в этой тачке. То есть здесь водитель, он на самом деле сидит вот здесь. Он не в центре базе, как это принято на ваших любимых седанах, даже в представительском классе и так далее. Здесь реально вы сидите на заднем колесе. Даже при условии, если бы здесь была мягкая подвеска, вам никогда не было бы в нем комфортно, потому что вы все время прыгаете на этой долбанной задней оси. Дальше у нас вот такой капот. Немеренный просто капот, это практически авианосец, хотя здесь не ставились V12. Отсюда вопрос, нахрена нам такой огромный капот и где же в этом капоте все-таки двигатель? Сейчас его не открывая и учитывая, что эта машина все-таки по всей компоновке, ну, очень похожа под кольцо, что это реально кольцевой автомобиль, мотор у нас должен стоять вот здесь. А это все дизайн. И сейчас мы это реально узнаем, потому что здесь всю массу нужно спрятать в базу. Сейчас, нашел. Правильно, я был где-то рядом. Здесь V8 битурбовые, к сожалению, уже 4-литровые, то есть не наш любимый 5.5, который, ну, понятно, что 4 литра
по идее, как бы понаряднее здесь должно быть смотреть. И ни хрена я, походу, не угадал. Ни хрена я, походу, не угадал. Нет, я угадал. Причем, смотри, крышка стоит здесь, но она никакого отношения к двигателю не имеет. Под ней расширительный бачок. Двигатель сам начинается, естественно, после середины колеса. Двигатель запихнут максимально туда, а это все действительно, мать его, дизайн. Потому что даже радиаторы кончаются здесь. То есть, в принципе, свес можно было убрать ровно по колесу. Но, тем не менее, чтобы придать всему этому вот ту самую спортивную историю, когда они все еще были или на немеренных рядных шестерках огромных, или на Double Six, на V12, чтобы вот это все капот просто в качестве стиля здесь присутствовал. По факту он ему, естественно, никак не нужен. Но потому что здесь все идут пайпы, они практически идут через Колпино, потому что турбо здесь, кулек здесь, ни хрена мы так прикололись. У нас вот такая вот ебалда, которая что-то дует, видимо, незначительная турбозадержка, хотя, в принципе, турбо... Короче, дальше пошла техника, если вкратце. Но я угадал. Все говорит о том, что по факту мы сейчас наблюдаем с вами очень дорогой, хорошо собранный, адаптированный под город корч. Это чисто корчелыга. Его конкуренты это кто? Lamborghini. Даже не 911. 911 в комфорте едет как гольф. На 911 можно ехать 1000 километров, приехать, собственно, куда вы ехали, эту 1000 километров, и выпить чашечку кофе и улыбнуться. Когда вы на этой штуке проедете 1000 километров, вас ожидает только стационар и остеопат. Все. Многие ждут, что, наверное, дрифт, бёрнаут и прочее. Но, поскольку, опять же, мы с вами только что вот так вот здорово рассмотрели всю эту нарядную спортивную историю, фига воздухозабор. Не понял. Он здесь не просто так. Он забирает здесь, вот так, до радика, проводит под собой и сбрасывает здесь на турбы, на горячку. Неплохо. Короче, эта штука, по идее, должна быть с резиной одинаково истертой спереди и сзади, а вероятно даже больше истертой в передней части, потому что это кольцо. Она не должна делать бёрнаут, это короткая база, тем более вы сидите практически на этом мосту, то есть вы должны... Очень сложно ей управлять в плане дрифта, должно быть. Но давайте посмотрим, кто на ней ездил до нас. То есть вот надо дать оценку, понимаем ли это только мы или все остальные. То есть мы берем износ заднего колеса, и мы берем износ переднего колеса. И я вам могу сказать, они одинаковые. То есть, в принципе, неплохо. Сверхдержаковая резина. И у него прикол, разные колеса. Я еще когда первый раз его увидел, первый раз я увидел его в городе Владикавказе, очень уважаемый человек выехал с Мойкина, и тогда еще, это был как раз типа 17-й год, извините, это был прямо вот это автомобиль. И я такой подумал, что сзади колеса больше, чем спереди. Ну, я в очках, я часто так думаю, но в этом случае я был прав. Сзади 20-й, спереди 19-й. Колеса не просто разноширокие, но еще и разного диаметра. При всем этом у нас, естественно, задний привод, что опять же дает нам меньшую эффективность в плане разгона до 100 и гораздо больше азарт на кольце. Вы отруливаете, отлавливаете его. То есть здесь все построено на эмоциях, но никакого комфорта здесь никогда не будет. Допустим, у вас есть ключ. В этой тачке есть кнопка старт-стоп, само собой, все здорово, есть ключ. То есть она вся состоит из таких маленьких придурей, которые вам нравятся. Этим ключом можно машину завести. Внимание. Сейчас это не совсем удобно, но ее действительно можно завести ключом из бардачка. Да, это так. Впрочем, естественно, этот ключ вам не особенно нужен, и вы можете завести его просто с кнопки, а ключ будет в кармане, как у всех. Дальше рычаг, селектор рычага КПП, естественно, вот так, как в шишиге, у вас локоть опять уходит сюда вот за это сиденье. И в принципе он не так-то уж и шибко и далеко, я бы сказал, это прям не повод для беспокойства. Но ковши, они же вас облегают, и через это не очень удобно. Что мы хотим видеть за эти бабки в суперкарах? Давайте начнем из простого. Те материи, которые понятны всем. Гениальность 911 Porsche в том, что в комфорте он едет как гольф. Но если вы включите в нем Sport Plus, вы получаете остервенелого, осатанелого какого-то чертика, который мечется в междурядье и наказывает всех. Есть другая противоположность 911-му, это, скажем, Lambo, которая всегда в состоянии зверя. Даже Lambo в комфорте — это практически что-то невыносимое, то, с чем вам придется бороться, в которой жарко, в которой странно, которая заточена под одну единственную цель — валить. Даже в комфорте она будет валить. В ней сделано все для того, чтобы вы были постоянно сфокусированными и собранными. И есть AMG GT.
Он, конечно, комфортнее, чем Lambo. У него есть, собственно, этот режим сам комфорт, в котором он практически притворяется автомобилем. То есть мы едем, все нормально. Понятно, что нам чуть не хватает шумки, а парктроники выглядят в виде экранчика, который вот здесь висит в потолке, и вы в зеркале заднего вида видите лампочки, которые на этом экранчике загораются. Да, это парктроник. Здесь все довольно-таки по-спартански. Обычные шкалы приборов, никаких суперкристаллических дисплеев здесь не будет. Мультимедиа, опять же, весьма скромна по своим характеристикам. Все изыски сводятся к физическим вот этим немеренным кнопкам здесь в центральном туннеле, что у вас все выведено сюда на спортивный манер. Очень хорошо слышно собственный выхлоп, хотя он сейчас находится в режиме выключенном. Мы можем его включить, и тогда он прямо стал уже поддавливать на голову. Режимы движения у вас есть комфорт, спорт, спорт плюс и рейс. В рейсе начинается все самое интересное. Естественно, поскольку это задний привод, ей очень сложно удержаться ровно на старте. Она все время норовит всем, чем можно вилять. Становится очень шумно. Вы сразу чувствуете, как я стал говорить. Я прям напрягаюсь. Скорость у нас при этом 60 км в час, секундочку. Ощущение, что мы едем 360. Стало все очень жестко, очень острое на руль. Прямо это вот то самое, что мы хотели. Да, это прямо сатана. Очень жесткие переключения, никогда не падает ниже 3000 практически. Да, никогда не падает ниже 3000 тахометр. Очень все, очень хорошо возит. Подскальзывается на пешеходном переходе, подскальзывается на разметке, потому что это задний привод, на него приваливает 510 лошадиных сил и огромное количество крутящего момента. Все становится прямо очень остро. В городе, чтобы ездить в режиме шашек и в режиме рейс, нужно быть уверенным в себе. Мы снова поскользнулись на разметке. Прекрасно, прекрасно. Ей практически себя не удержать. Работает система безопасности. Натянула ремень, сама стала тормозить за меня. Хотя тормоза, естественно, отличные. Огромнейшие передние тормоза. Да, от этого встают волосы дыбом. Это однозначно очень резкий, очень дерзкий автомобиль. Господи, как ей сложно себя... Простейшее перестроение в городе превращается в нереальный аттракцион, потому что она виляет задом, она подскальзывается на малейших неровностях асфальта, малейшая разметка, которая есть, все, заднему приводу не переварить весь момент, который на него прилетает. Безопасно в таком режиме можно перемещаться только на кольце. Это интересно. Спорт плюс. Что же он нам даст? Как я понимаю, в Спорт плюс у нас подзажалась немного стабилизация. Да, в Спорт плюсе у нас подзажимается стабилизация. Да, уже становится... Ай, рельсы. Нельзя ехать по рельсам быстро. Снова перехватили. Впереди М5, и нам ее не догнать! Мы закусились с М5, и нам ее не догнать. Очень плохо ей на асфальте, а в М5 сейчас комфортней. Я это знаю. И нам не съесть М5. Не съесть М5. Она феерически быстрая, она быстрее нас. М5 реально быстрее. Его аж запетляло. Очень быстрый. Я шел в полу, и нам его не догнать. А у него наклейка 520i. Ну, мы знаем, что это не так. Хороший, отличный стиль наклеить на М5 520. Но М5 реально быстрая. Нет, сейчас ты разложишься, твою мать. Он уходит прям во всем диапазоне, но он реально быстрее. У нас где-то 3.9, у него 3.2, 3.4, плюс мы знаем, на каких стейджах они вечно гоняются. Очень жестко. Шашкуем в городе. Спасают тормоза, и мне очень тяжело за ним держаться. Прямо это, конечно, это аргумент. Да. Я не буду пытаться, он выигрывает однозначно, и, конечно, да, задний привод против все-таки полного, это было очень круто, реально, но М5 быстрее, мы это только что поняли совершенно случайно. Конечно, возможно, она менее эмоциональна через абсолютный контроль, через полный привод, через то, что это седан, и ему очень нормально было на стыках, в отличие от меня, потому что я должен притормаживать на абсолютно всем, то есть все люки я должен объезжать, стыки я должен объезжать. Господи, какой сегодня экшен!
сложно, реально сложно прямо с ней управляться, конечно. Блин, и очень страшно, потому что если я сейчас буду ехать и впереди поймаю какую-то неровность или стык асфальта, она разложится, скорее всего, она потеряет контроль. Поэтому лучше, конечно, все-таки быть в Sport Plus и хотя бы озадачиться системой стабилизации, потому что это реально неуправляемый демон. И это, казалось бы, странно, казалось бы, мы проиграли М5, казалось бы, я должен был сказать, ну так себе AMG GT, но, во-первых, это GTS, а есть еще 63-й, это не высшая комплектация, а быстрее М5, как мы понимаем, в 5-й серии BMW уже ничего нет. И это все-таки самый вышаг. И 2, это то, что все это дает дикую эмоцию. Эта машина на треке заставит вас пережить за один круг, как будто вы проехали 10. Нет, вот здесь плохой асфальт, я уже так не смогу. Мне нужно или постоянно рулить, просто все обныривать просто. Блин, я просто занимаюсь тем, что постоянно объезжаю неровности на асфальте. Да. Это очень интересная машина, это комфортнее, чем Lambo. Это естественно, но это опять же не 63-й. Мы с вами не забываем про то, что это не вышаг. И при этом это очень круто. Блин, везде неровно. Я никогда не думал, что здесь такие неровные дороги. Мне никогда это не беспокоило. А оказывается, они неровные. Представляете? Но ездить все-таки нужно в рейс. Да. Очень интересный автомобиль. И главное, это такой компромисс для тех, кто, как и я, все время бомбил на Ламбу, что это, слишком корч, очень неудобно. Ребята, пожалуйста. Капец она жесткая. Просто ты все время по дороге едешь, ты перешел в комфорт, да, кончилось жогово. Все, ты такой, спокойно едешь, ты хочешь домой. Нет, братан, домой мы поедем. Мы в конечном итоге, конечно, туда приедем, но не так все просто. По пути домой мы будем обруливать все вот так вот абсолютно люки, все стыки асфальта, все малейшие пятна, малейшее изменение фактуры полотна для тебя проблема. Ты в руле, ты должен вот так вот объехать, вот так объехать, потому что капец как трясет. В комфортном режиме в Mercedes она все-таки не превращается. Поэтому, как бы вы сильно не дубасили, оставьте вот столько себе сил, чтобы вернуться до дома, иначе вы взбеситесь просто, вам будет не круто. И сразу все становится очень шумным, сразу шумят шины, сразу громкий выхлоп, сразу все вот это вот я слышу. Я еду 50 км в час, и мне очень шумно. Сразу все прямо начинается не очень. Подходите к этой машине с хорошим настроением. Сразу ковши жестковаты, вентиляции, по-моему, в этих ковшах нет. Потому что я вижу кнопку подогрева, но не вижу кнопки вентиляции, да. А вместо кнопки вентиляции, видимо, я вижу заглушки в своем супер-лакшери спорткаре. Ох, как ремень-то прищучивает. Что ж, господа, давненько нас не было на уличных гонках, поскольку машина все-таки позволяет ехать, и позволяет ехать в таком прям нереальном диапазоне. А в прокате у Мирославы всегда имеется какой-то огромный ассортимент всего. Есть даже возможность специально подобрать к этой машине наиболее подходящую эту машину. Итого у нас сейчас AMG GTS против 911, но все подробности будут на канале daydream.ru. Сколько же эта штука поедет до 100, квотер и даже полмили? Сейчас узнаем. У нас нет ланча по объективным причинам. То есть я трогаюсь так, как есть, без стабилизации, выставил режим рейс. Будет меня сейчас немножечко петлять, наверное. У нас идеальные условия просто. 13,5 градусов тепла. Сухо. Солнечный день. То есть асфальт теплый. Мы начинаем. Ну, давай! С места-то ты прыгнул и в итоге съедает только со 180. Да! Только под 200 он съедает в итоге. Что интересно нам? 0-100, да?
4:05, 4 секунды ровно 0-100. Квотер у нас 11,6 и полмили 22. Прекрасно, 4 секунды ровно, очень неплохой результат. Очень достойно, второй раз 0-100, 3,9, есть! Второй раз он поехал 3,9, он выехал из 4, красавчик. Или у нас прогрелась резина, или что-то еще, но в общем неплохо. Неплохо, однозначно, господа. На заднем приводе весьма уверенный выезд из 4. Без стабилизации, без ничего. То есть машина находится реально в балансе. У нее не проскальзывают колеса, мощности столько, сколько надо. И это еще нет ланча. С ланчом я верю в 3,8 может быть запас. Есть еще по держаку. И явно есть запас по пинку с места на старте. 100% он есть. В итоге, господа, мы получаем AMG GT, и пусть даже S, пусть не 63-й, но поверьте, если вы, вот как и я, честно говоря, сели в первый раз в эту машину, абсолютно без разницы, 63-й, там вот супер максимальный, гиперзаряженный какой-нибудь там, я не знаю, какие они еще бывают, или GTS, это все равно офигенские ощущения. Этих 510 с хвостом там сил хватает в любом случае. Это очень эмоциональная вещь, и я бы сказал даже, наверное, очень правильно, что она именно на заднем приводе, что это нечто, то, что действительно все еще зависит от вас. Вы чувствуете эту опасность, эти 510 сил, когда начинает теряться зацеп на разметке, превращается в 1510. Вам кажется, что просто все лошадиные силы в мире ваши. Насколько он доступен в городе? Больше, чем Lamborghini. Доставляет ли он удовольствие? Да, столько же. Смотрят на него? Безусловно. Может быть, он даже менее пафосный. Меньше людей думает, что вы рэпер. Зачем вам Lamborghini в городе? На этой штуке можно передвигаться ежедневно, если у вас работа в 2 кварталах. А если в 3? Вот у нас есть Мирослава. Наш, так сказать, старый помощник и человек, который выручает нас вообще, когда нам нужны какие-то эмоции. Прокат daydream.ru. Значит, AMG GT. Вам зачем? Нам зачем? Для разнообразия. Вот я хочу тебя спросить, ты очень любишь 911? Разнообразия не было у вас до AMG GT, да? То есть Lamborghini, Porsche, Mercedes, Challenger. Как-то все серенько было. Да, и тут появляется он. Да. Так? И это еще не конец. Еще будет продолжение, еще будут интересные машины. Мы тебя еще обязательно удивим. Вы готовы на этой машине месяц поездить только на ней? Нет. Поэтому вы сдаете ее в прокат. Логично? Тоже верно. Поэтому я считаю, ситуация идеальная, когда эту машину, наверное, может быть и нет смысла покупать себе, тратить такие деньги, чтобы потом, а вдруг расстроитесь. Конечно. Спасибо вам огромное в очередной раз. До скорых встреч. Предлагаю нам с тобой сравнить 911. Давай встанем. Раз на раз, как говорится, да? Да, я на 911 твоем любимом, а ты на AMG GTS. Да, без проблем, если я зацеплюсь. Так что, господа, что быстрее, 911 или AMG GT-S, вы узнаете прямо сейчас. Прямо сейчас. Спасибо вам огромное, что смотрели это видео. До встречи уже там, вот в следующем, прямо, которое сейчас вы начнете смотреть. И пока.